ЦРУ оценивает потери российских войск в 15 тысяч погибших и примерно втрое больше раненых. Таким образом, по оценкам американской разведки, суммарные потери нашей армии 60 тысяч человек. Похожа ли эта цифра на правду? Ну, в порядке величин, наверное, да. Проект Орикс, фиксирующий фотографии и видео подбитой техники с начала войны, насчитал уже почти 5000 единиц, из которых почти 1000 танки. Медиазона по публичным источникам установила почти те же 5000 имен погибших. Вольно экстраполируя, можно сказать, что где-то между 15 и 20 тысячами и кроется истина. Это чудовищные цифры. Но сегодня мы поговорим не о погибших, не о тех, кто уже никогда не вернется с войны. Сегодня мы поговорим о других цифрах. Данные ЦРУ говорят о численности раненых уже под 500 тысяч человек. Мы понимаем, что речь идет уже об устаревших данных, а потери в такой войне очень сложно анализировать, так как приходят и публикуются они с большой задержкой. Но даже если сейчас считать их свежими на день сегодняшний, то получается, что интенсивность потерь ранеными составляет 10 тысяч человек в месяц. Сотни тысяч человек с российской стороны участвуют в войне, и каждый месяц как минимум 10 тысяч из них получают ранения разной степени тяжести. Поговорим сегодня о том, что это будет значить для российского общества. В далекие мирные времена я говорил, что нет никаких причин для страха властей перед революционной сменой режима в России. Да, есть специальные люди, которые зарабатывают страшилками о кровавой революции образца 1917 года. Едва только солнцеликий вождь покинет престол. Но для того, чтобы у вас случилась кровавая революция и гражданская война по образцу прошлого века, у вас должны сложиться обстоятельства, близкие к началу прошлого века. Грубо говоря, для того, чтобы у вас случилась кровавая революция, вам нужны кровавые революционеры. Вам нужно очень много людей, сильно недовольных жизнью, которые умеют держать в руках оружие и не задумываются перед тем, как пустить его в дело. Потому что политики, способные выступать с трибун и броневиков, это дело хорошее. Но не они непосредственно берут правительственные здания, стреляют в полицейских и учиняют красный террор. Для этого нужно много людей с ружьями, которым нечего терять. В идеале вам нужна большая война. Большая война не просто убивает много людей. Она буквально в промышленных масштабах сотнями тысяч производит людей, которые пострадали, у которых большой зуб на государство и на общественный строй, и которые умеют держать в руках оружие. А главное, для них убить человека – это не что-то необычное, а нормальный способ решения проблем. Такие люди имеют неприятное свойство сбиваться в агрессивные военизированные организации. Против них совершенно не подействует та раскормленная система борьбы с экстремизмом, которая годами работает на борьбу со студентами, на провокации и изобретение заговоров и липовых террористических сообществ. Люди с военным прошлым умеют применять насилие и пустят его в ход с большим удовольствием. На таких людях паразитируют и растут деструктивные политики. Не те, которые говорят: дайте нам честные выборы, и мы прогоним вас из наворованных дворцов, а те, которые говорят: вас это государство отправило калечиться и умирать. Оно вас кинуло и обмануло. Теперь надо взять автомат и вернуть то, что ваше по праву. Никакого кровавого ужаса в России со сменой режима не ожидалось, просто потому что студенты с шариками на Болотной площади не способны его устроить. А никакой другой опоры протеста и, как следствие, других лидеров в стране не было. Российская власть чрезвычайно успешно поборолась с мирным протестом, свирепыми полицейскими мерами, уголовными делами и насилием на улицах. Но теперь она же развязала большую войну. Большую войну, которая рождает совсем других людей, совсем другие сообщества и других лидеров. Давайте посмотрим только на самые очевидные группы вооруженных людей, которые скоро вернутся с фронта с богатым военным опытом, покалеченной психикой и с большим количеством претензий к Российской Федерации. Вооруженные силы, или так называемые народные милиции ЛНР и ДНР, назвать полноценными армиями, конечно, нельзя.
Они возникли в 2014 году, когда на Донбассе высадился отряд Гиркина-Стрелкова. Первоначально в нем было буквально пара сотен человек. В дальнейшем в борьбу с украинской армией вступили как российские военные, так и искатели приключений и бандиты типа Гиви и Моторолы. Все это больше напоминало вольницу времен гражданской войны, когда полевые командиры воюют то против общего противника, то друг с другом. Если бы не прямая военная поддержка Москвы, то долго бы такое положение дел просто не продержалось бы, и у ДНР и ЛНР не было бы никаких шансов против ВСУ. А когда активные боевые действия стихли, ополченцы первой волны оказались один на один с населением Донбасса. Многие из них попали в тюрьмы за уголовные преступления. Еще больше осталось на свободе, создавая в непризнанных республиках непередаваемую атмосферу бандитизма и failed state. Накануне войны эксперты оценивали численность этих формирований примерно в 40 тысяч человек. Вооружены они были российской военной техникой, в основном устаревшей и списанной из российской армии. Собственно, всерьез на них никто не рассчитывал. Не предполагалось, что армиям ДНР и ЛНР придется вести войну без поддержки России дольше одного дня. Тем не менее, своя роль в нападении на Украину была им отведена. В феврале Луганск и Донецк объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать за пределы непризнанных республик. На призывников объявили настоящую охоту. Сначала людей забирали в армию по спискам предприятий, а в какой-то момент начали буквально хватать на улице. Ополчением ЛНР и ДНР досталась печальная участь. Их используют в качестве пушечного мяса. Людей, буквально вчера впервые взявших в руки оружие, отправляют на штурм укрепленных позиций. Их потери никто и не учитывает даже. И вообще отношение к армиям непризнанных республик совершенно бесчеловечное. Они одеты в лохмотья, воюют устаревшим оружием, сообщалось даже о винтовках Мосина образца 19 века. Несмотря на выданные в ускоренном порядке паспорта России, полноценными гражданами жители Донбасса не стали. И компенсации в случае смерти, на которые можно купить ладу, как мы знаем из телерепортажа, им не положено. Понятно, что идейных сторонников независимости республик среди ополченцев единицы. Но тут важно вот что. Авторы всей этой авантюры вырвали из мирной жизни десятки тысяч людей. Они заставили их совершать преступления и лишили их возможности вернуться к нормальной мирной жизни. Когда все это закончится, у тех, кто сегодня воюет в армиях ЛНР и ДНР, не будет никакого пути назад. В России их никто не ждет, в Украине их считают военными преступниками, а на Донбассе нормальной жизни не будет на протяжении десятилетий. По итогам этой войны мы получили целую армию людей, имеющих большие претензии к России. И нужно сказать, претензии вполне обоснованные. И людей, не имеющих каких-либо понятных альтернативных жизненных вариантов. Еще одна важная участвующая в войне сила – это вагнеровцы, участники ЧВК «Вагнер». Детальных сведений об этой группе у нас нет. У нас нет достоверных данных о ее численности, вооружении и связях с Министерством обороны. Руководителем вагнеровцев обычно считают Евгения Пригожина. Что точно известно, история ЧВК «Вагнер» началась примерно тогда же, когда и война на Донбассе, весной 2014 года. Командиром одного из отрядов, вошедших тогда в Украину, был Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер». По нему и было дано название. Вагнеровцы участвовали в главных событиях того конфликта. Сражались в Дебальцевском котле, штурмовали Луганский аэропорт и так далее. Затем ЧВК засветился в Сирии, Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане и других горячих точках. Война в Украине тоже не могла пройти мимо этой группировки. Но, как утверждают эксперты, в первой неделе конфликта на передовой сражались не вагнеровцы, а бойцы другой ЧВК «Редут». Журналисты «Новой газеты» выяснили, что эта кампания полностью подконтрольна Министерству обороны. В апреле на войну отправили и вагнеровцев, отозвав их с других мест. К этому времени российская армия потеряла существенную часть своей главной ударной силы – десантников. Компенсировать их должны были наемники из ЧВК, которым тоже досталось очень сильно. Таких потерь, как в Украине, вагнеровцы никогда в своей истории не несли. Это привело к необходимости срочного пополнения рядов. Найм в ЧВК стал одним из вариантов скрытой мобилизации. Дошло до того, что плакаты с рекламой вагнеровцев появились на улицах российских городов.
В отличие от ополченцев ДНР и ЛНР, вагнеровцы – это профессиональные военные. Они получают деньги за то, что делают. Но при этом они не служат в официальных вооруженных силах. И Российский уголовный кодекс, и уголовные кодексы других стран характеризуют такую работу однозначно, как наемничество. За одно только участие в качестве наемника в военном конфликте, даже если ты никого не убил, в России полагается до 15 лет тюрьмы. Никаких шансов на адаптацию к мирной жизни у вагнеровцев и бойцов других аналогичных ЧВК просто нет. Все, что им остается, искать себе применение по основному назначению. Сегодня они выполняют грязную работу для российских властей по всему миру, но завтра, если эта власть им чем-то не понравится или как-то трансформируется, то они вполне могут обратить оружие и против нее. Одним из наиболее медийных лиц войны с Украиной стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Что само по себе, конечно, фантасмагория. Кадыров всего лишь региональный руководитель. Представьте себе губернатора какой-нибудь Брянской области, который записывает воинственные видеоролики, где принимает капитуляцию у актера, изображающего Зеленского. А еще обещает то Варшаву взять, то до Лондона дойти. Но Кадыров – это не губернатор. Это расплата за приход Путина к власти. Усмирение Чечни стало главным достижением первых президентских сроков Путина. А оно было бы невозможно, если бы не Кадыровы, которые, опираясь на федеральные силы, сожрали всех конкурентов внутри республики. И с тех пор сначала Ахмат Кадыров, а затем его сын Рамзан много лет собирали личную гвардию. Возможно, не очень многочисленную, но зато преданную именно чеченскому, а не российскому руководству. Все кадыровские войска входят в структуру Росгвардии, а сам чеченский руководитель уже после начала войны получил звание ее генерал-лейтенанта. По данным украинской стороны, перед чеченцами была поставлена задача захвата Киева, которую они, как и вся российская армия, провалили. В дальнейшем Кадыров постоянно рассказывал про штурм Мариуполя и бои на Донбассе. Но по многочисленным свидетельствам, причем не только украинским, но и, например, согласно телеграм-каналу Игоря Стрелкова, чеченские росгвардейцы всячески старались держаться подальше от передовой и больше занимались записью тиктоков о стрельбе по кустам и рекламным щитам. И здесь сложно не отметить чутье Рамзана Кадырова. С одной стороны, в публичном пространстве он чуть ли не главнокомандующий всеми силами в Украине. С другой, он бережет своих бойцов от чрезмерных потерь, потому что понимает, что они ему еще пригодятся, возможно, в будущих конфликтах внутри России. Есть очень известная американская кинофраншиза «Пункт назначения». Сюжет в них сводится к тому, что группа молодых людей чудом избегает смерти, но смерть идет за ними по пятам. Причем каждое их действие во спасение своей жизни смерть только приближает. Этот сюжет – история России 10-20-х годов. В 2011-м случились два события, которых не должно было быть. Владимир Путин пошел на третий президентский срок, а Государственная Дума была составлена путем чистых фальсификаций. Российскую власть составили таким образом люди, которые не имели права ею быть. Президент шел явно поперек Конституции, а парламент никто не выбирал. Масштабные протесты зимы 2011-2012 годов – это та смерть, от которой российская власть бежит уже 10 лет подряд. Отсюда репрессивные законы, политические преследования, отсюда захват Крыма и война на Донбассе. Ведь Евромайдан 13-14 годов – это, на взгляд из Кремля, буквально болотная площадь, у которой получилось. Нельзя допустить подобную историю успеха. Даже если никаких угроз реальных протестов не было, кремлевские старцы старались действовать проактивно. В любой независимой активности им мерещились горящие покрышки, любая независимая активность должна быть закатана в асфальт. Мы не знаем, в какой степени, но одним из побудительных мотивов нападения на Украину явно стала идея окончательного закрепления власти. Это попытка создать новый крымский консенсус, который снимет недовольство властями с повестки дня и надолго. Но броска мангуста быстрой и убедительной победы не получилось. Получилась затяжная и кровавая война. Война, которая требует вовлечь сотни тысяч, убить и покалечить десятки тысяч. Война, которая каждый день создает людей с ужасным опытом, людей, которые умеют и готовы убивать.
Им говорят, что война идет за некий лучший мир, за справедливость, за русских против нацистов. Что им не просто хорошо заплатят, что они вернутся героями, а их жизнь изменится. Но они будут возвращаться и видеть, что ничего не изменилось. А если изменилось, то в худшую сторону. Что их жизнь стала беднее, что завод закрылся, что цены выросли. Но в остальном все по-прежнему. Та же коррупция, те же чиновники в тех же дворцах, то же государство, которое использует всевозможные способы и лазейки, чтобы оставить их без положенных выплат. Та же несправедливость, тоже бесправие. Вернутся они не героями, а людьми, потерявшими многое, про которых государство хочет забыть. Потому что государству нужно показывать парадную войну по телевизору. Покалеченные ментально и физически ветераны картинке такой не способствуют. А если кто-то недоволен, то для него уже готов букет статей о фейках и дискредитации. Они вернутся в государство, которое не просто не считает себя чем-то обязанным, но которое не хочет знать, что они вообще есть. Эти сотни тысяч людей, порожденные в попытке навсегда избавить себя от призрака революции через славную победу, это самый питательный бульон для настоящей революции. Для революции в терминах 20 века. Не революции, когда интеллигенция и студенты стоят шариками на площади, а политики в кабинетах договариваются о новом составе правительства. Не цветной революции, которую так боялись, а революции в значении кровавого бунта, когда десятки тысяч людей с оружием, организацией и чувством несправедливости это оружие применяют. Такой революции, когда всех этих космонавтов в пластиковых доспехах и с дубинками надо спрятать и не смешить людей. Это ни в коем случае не прогноз. Мы не знаем, случится это или нет. Но исторический факт состоит в том, что развязав большую войну, ты, кроме прочего, идешь на немыслимый риск. На риск получить в оппозицию себе таких людей, которые не будут создавать координационные советы и призывать власти к диалогу. Которые будут сначала стрелять, а потом задавать вопросы. Ведь стрелять они хорошо умеют, а терять им нечего, ведь война сломала их жизнь. Речь не идет сегодня о каких-то единоличных маргиналах, которых можно задавить силами ФСБ и Центра Э, как в 2014. Сегодня масштаб таков, что речь идет о целом сословии людей, по чьей жизни проехалась война. Пропаганда 10 лет нас стращала 1917 годом, но самым поразительным образом она не услышала сама себя, не извлекла даже малейшего урока от своих предшественников. Не населяйте страну вооруженными и травмированными людьми, если не хотите закончить свой путь в их руках. Но населили и, возможно, закончат. До завтра.